Всем привет! У меня новая подопечная. Подопечная, сразу скажу, в ужасном состоянии. Откуда она взялась? Я поехала сегодня по работе решать кое-какие вопросы. И вы знаете, как всегда, находятся в определенном месте люди, которые смотрят мой канал. Несут мне орхидею. И говорят: Ирина, спасайте. Я вам сейчас ее покажу. Я говорю, давайте заберу, что там у вас? Давайте попробую спасти, восстановить. Причем отдали мне ее как бы на восстановление, и с тем, что она останется у меня в коллекции. Вот, я не знаю, что это за орхидейка. Я когда спросила, как она цветет, мне говорят, а Бог ее знает, как она цветет. Вот, вот такая вот нечто необычное, потерявшая тургор. Вот, полностью тургор орхидейка, даже центральный листочек вялый, вот он, вот этот крайний, самый последний новый листочек, вот он вялый. Состояние вот такое, вот видите. Что могу сказать? Я сейчас переверну видеокамеру и начну вам показывать работу с этим растением. И, естественно, я буду делать пояснения в процессе определенных манипуляции, которые буду проводить с этим растением. Поехали! Вот как она выглядит. Я ее не заморозила, нет. Машина стояла рядышком, я прыгнула в машину и привезла ее домой. Дальше начинаем смотреть. Вы знаете, я для нее, вот пока ехала, долго-долго думала, что же для нее предложить. И, естественно, мы вместе с вами на канале следующие манипуляции сделаем, проведем с этой орхидейкой. Будет нечто необычное, но анализируя предыдущую реанимацию орхидеи с полной потерей корней и частичной потерей тургора листиков, я хочу предпринять определенный способ, который сейчас вам покажу. Он тоже, кстати, имеет место быть, но он может быть только на орхидее, только в том случае, если корневая система, а вот у нее сейчас корневая система, не прошла точку невозврата. То есть именно то, что вот сейчас корни орхидеи, они находятся, в подсушенном состоянии, но не в пересушенном. И вот такие корни, вот с такими наполненными, в принципе, жилками, не сморщенными, их возможно, в принципе, восстановить. Вот смотрите, видите? Их возможно восстановить, и поэтому мы сейчас этим и займемся. Что я буду делать? Очень интересная будет история. Почему необычно я решила с ней поступить? Доставать я из горшка не буду. У нас будет быстрый способ восстановления. Будет ли он иметь свои оправданные такие перспективы или не будет, покажет время. Что я буду делать? Сегодня, так как рассмотренная корневая система находится в состоянии, в принципе, способности восстановиться, я сейчас убираю все верхние высушенные корни, которые уже видите, все, они сухие, это уже все. Это если намокнет эта ткань, вот даже сыпется там такая черная грибковость. Если она намокнет, она начнет в грунте гнить. Вот, как правило, с такими корнями, тогда нужно орхидейку, где-то доставать из грунта, начинать реанимировать. Здесь что я буду делать? Так как есть корни внутри, корни достаточно хорошие, и способность восстановиться у них очень высока. У них способность восстановиться, где-то 90%, скажу 5%, 6%. Поэтому убираем все ненужное. Прям зачищаю. Видите, мне принесли. Кому она там была нужна? Видите, даже есть бирочка от садовника. Вот как она сейчас выглядит. В принципе, на поверхности. Так, сейчас мы вместе с вами еще посмотрим. Давайте-ка поближе. Я знаю, что вы любите смотреть, что происходит. Так, вот так немножко я ее приподнимаю и начинаю вот эти корешочки осматривать. Так, удаляем все сухое. Грунт сейчас чуть-чуть с поверхности уберу и посмотрю, что
Так, достаю. Они прям, знаете, эти корешочки, они, конечно, достаются сами, надо отметить. Грунт с поверхности уберу, посмотрю, есть ли там торфстакан, потому что сейчас я буду делать специфический полив для нее. Не тот, который я предпринимаю обычно в отношении новых орхидеюшек. Так, полив у меня будет первый проходить с препаратом «Стимул» антистресс в варианте аминокислот. Так, здесь что у нас? Здесь тоже сухарики. Вот так. Все, с сухариками я расправилась. Дальше смотрим, что там. Сразу говорю, видео не короткое, кто торопится, мы не будем возражать со своими зрителями, да? Так, смотрим, что здесь у нас. Вот, смотрите, тоже корешочки. Корешочки. Вот этот хороший, наполнен, кстати, корешок. Так, дальше вот этот еще можно срезать. Он сухой. Срезаю по самое вот основание корня. Не оставляю никаких там огрызочков. Так. Торфяной стаканчик. Он там есть, но вы знаете, я его убирать не буду. Знаете почему? Смотрите, он там внизу. То есть у него нет соприкосновения с шеей у торфяного стакана. Он вот аж там. Поэтому он не навредит орхидее. Я сейчас вот в таком состоянии ковырять его не собираюсь. Так, что у нас здесь? Здесь тоже вот корешочек удаляю. Сухой. Вот так. И теперь здесь я все посмотрела, здесь посмотрела. Так. Вот этот вот. Она тут, вы знаете, она цвела, могу сказать, продолжительное время. У нее тут цветоносиков ого-го сколько. То ли она пересохла, бог ее знает. Тут предполагать мы только можем высказывать предположение на увиденном, да? Вот. Все, сейчас я уберу вот эти чешуечки старые от старых листиков вот с этой стороны и вот с этой стороны. То есть чешуйки уберу и проключусь. Будем дальше вместе с вами колдовать над этой красавицей. Так, далее я беру 400 мл воды. Чистой воды, фильтрованной, которую я поливаю орхидеи, растворяю в ней. В 400 мл 2 мл препарата «Стимул». Антистресс. Он так и называется. Смотрите. Ударное средство для возрождения растений. Но это я ставлю знак равенства равно живо. Так, сейчас мы разведем здесь, потом мы будем делать определенные еще манипуляции. Я взяла мох. Здесь у нас сейчас будет определенное такое размещение. Сейчас вы все увидите сами. Стимул. Кстати, был вопрос у меня, очень хороший вопрос. Стимул иногда выпадает в осадок. Это абсолютно нормальная ситуация. Размешайте хорошенько. Бывают вот такие по 50 мл баночки продаются со стимулом. У меня такой был препарат именно в такой фасовке. Но сейчас он у меня закончился, поэтому у меня ампулки. Разводим. Он очень хорошо разводится. Далее я беру мох, сфагнум. Сейчас я досыплю кору вот сюда, оставшуюся, да, после зачистки сухих корней. Вот сюда, в уровень шеи. Возвращаю ее кору. Кора, кстати, очень хорошая. Еще важно сказать, что я сделала. Немножко убрала торфяной стакан, прям вот который был сверху. Вот он. Ну, сухарь. Сухарь сухарем. Просто. Вот. Все-таки решила я его убрать. Я же не угомонюсь, понимаете, пока этот торфстакан, он там будет. Но он там остался. Там осталось где-то, наверное, 2/3. Так, далее. Что я делаю? Я ставлю палочки-подпорочки под листики. Для чего? Мне сейчас нужно придать ей вертикальное состояние. Делаю это крайне аккуратно, потому что мне нужно не повредить корни.
оставшиеся корни. Так, с одной стороны, палочку, подставочку с другой стороны. Когда будете так делать, проводите палочки вдоль стенок, минуя корни. Они очень хорошо видны, корни, и поэтому вот так. Теперь у меня есть моя любимая пробка. Я тут ползаю. Любимая пробка, я сюда ее под листочек, наверное, вот так положу. Сейчас она не нужна, держится оно и так. Так, немножко придали ей такой вертикальный вид, да. Теперь что я буду делать? Я беру мокрый мох. Сегодня у меня в работу идет вот такой вот старенький сфагнум. Это, ну как он старенький? Он не был в работе, просто он вот так подсушился. И такая моховая масса будет ложиться на поверхность этой посадки. Мокренькая. Я ее немножко увлажнила, потому что я не укладываю сухую моховую массу на поверхность. Это, ну, она очень пылит. Это не по мне. Я не могу дышать вот мхом сухим. Вот так раскладываю. Не маленький слой. Слой где-то, ну сколько? Он такой разный бывает. Продолжаю я закладывать мох. Вот смотрите, прям где корешочки, да, вот так, отодвигая, вот так, натягивая стаканчик, я прокладываю туда мокрый мох, аккуратненько по корням, ну вот, как бы вот так закладываю. Видите, он так вот пушисто, рыхленько лег, но шейка, она находится, конечно, поодаль, видите? Так, сейчас я ее подровняю. Вот, чтобы она у меня все-таки стояла как положено. Зафиксирую ей листочки. Что я дальше буду делать? Вот сейчас самое время мне полить эту орхидейку стимулом. Так, листочки, вот, видите, не стоит. Надо фиксировать, конечно, фиксировать. Сейчас мы все поправим. Но я сейчас еще очень хочу, я это сделаю вне камеры, протру вот обычный такой вот тканная салфеточка в рулонах продается, чистая, пропитанная чистенькой водичкой, фильтрованной. Вот так все листочки я протру. Но уже вне камеры я это сделаю. Затем опрыскаю все листочки, протертые, именно протертые, чистые, вот этой штучкой. Тоник для орхидей, витамин янтарка. По листу это буду делать крайне-крайне аккуратно. Если у вас нет, можно использовать вот мое любимое средство, кстати, можно его, не обязательно то, либо вот это, вот лактат хитозана, либо экогель лактат хитозана, уже готовый раствор. Вот, что у вас есть, то по листу обязательно дайте. Только и дайте просохнуть хорошенько. Вот что я хотела сказать. Поливаем. Так, моя груша любимая. Растворила, напоминаю, стимул. И начинаю проливать. Воду буду наливать. Вот полгоршка. Именно такое состояние корней, вы меня сейчас будете спрашивать, Ирина, ну вы же всегда говорили нам, что нужно крайне аккуратно пересушенную корневую систему приучать к воде. Да, когда это именно сморщенные корни, когда есть опасность пропадания корней. Вот здесь я, рассмотрев корневую систему, не зря я акцентировала ваше внимание на этом, рассмотрев корневую систему, я поняла, что она при поливе она не пропадет. Вот здесь возможно стопроцентное восстановление именно подсушенной корневой системы. Грунт сухой. Мы сейчас все с вами сделаем. И корешочки напитаем, и грунт напитаем. А вот это вот расположение на поверхности мха будет действовать именно следующим образом. Будет происходить расположение мха будет препятствовать резкому пересыханию посадки. Оставляю так растение
орхидейку. Так, надеюсь, мне хватит воды. Какой-то я маленький горшочек взяла. Ну, можно поменять. То есть наполовину, вот так, прям по мху наливаю. Видите, сразу корешочки позеленели, стали именно такими, какими должны быть. Вот видите, зелененькими. И как раз все те корни, которые были у меня на поверхности, да, вот они здесь, они в грунте не работали. Вот можно вот так на этот корешок мох приложить. Без проблем это можно сделать. Вот так, чтобы он тоже имел какую-то подпитку. Ну и сейчас я вот так вот сделаю аккуратненько, чтобы уже не грушей. Здесь, в принципе, я все промочила. Оставлю вот в таком состоянии на 15 минут. Воздействовать. Стимул будет на корневой воздействовать. Грунтик подопьет водичку и корневая система. Все, 15 минут проходит, и мы с вами дальше подключаемся. Все, прошло 15 минут. Я поменяла ей ведерочко, чтобы она поустойчивее стояла. Так, достаем орхидейку. В принципе, вы знаете, вес горшка не сильно-то изменился. То есть, ну, я думаю, что как раз это именно то, что ей нужно в данной ситуации. Ставлю на салфетку бумажную. Так. Видите, я ей подвязала листики. Вот зафиксировала. Я делаю обычно вот так полукольцо. Вот так. Вот этой проволочкой. И фиксирую листочки. С этой стороны, видите, вот нет ее. Вот как она выглядит сейчас. Вертикальное расположение листьев – это именно то, что необходимо орхидее в момент восстановления тургора. Проще так по волокнам водички проходить, нежели если бы не было бы фиксирована листовая масса. Теперь все, и мой любимый метод, который я, вот знаете, мне он очень понравился на Елизавете, поэтому пакет. Беру пакет полупрозрачный, светленький, ставлю прямо вот на этой влажной салфетке орхидейку в пакет и делаю теплицу. Это возможно сделать только в случае чистой шеи. У нее шея чистая, поэтому теплица ей не повредит. Сколько она у меня будет стоять в таком варианте набора тургора листьев? Это будет происходить в течение минимум 3 дней. Так, вот так. Завязываю пакетик и делаю дырочки множественные. Сейчас я подниму, тут уже как бы делаю множественные дырочки в пакетике. Вот просто вот так вот вырезаю по возможности. Так, надо ножницы брать. Где-то у меня были ножницы. Не подготовилась я. Ну вот так. Вот такие дырочки сделаю с нескольких сторон. Наверху вот здесь вот так, чтобы была циркуляция воздуха, чтобы каждый день мне не подходить там особо не дербанить ее, не открывать пакет, вентилировать, там через час закрывать. Нет, мне нужно вот условия повышенной влажности, причем чтобы был выход воздуха. Ну и в принципе его туда поступление нового воздуха, то есть воздухообновление. Вот так. Очень хорошо. Вот здесь тоже дырка. Вот здесь вот не плотно, видите, вот так. Отлично. Этого будет более чем достаточно. Ну вот. В принципе, все, что я вам хотела показать. Вот такая конструкция. Да, горшочек в пакете. 3 дня. Через 3 дня сниму видео, что же происходит внутри пакета. Как меняется корневая система, как меняются листики вот в таком уровне содержания. Я думаю, что у нее будет все хорошо, у этой орхидеи. Это самый лучший способ восстановления тургора листиков, ну и наполнения корневой системы водой, влагой. Будем смотреть и вместе с вами наблюдать за дальнейшими ее изменениями. А на сегодня мы заканчиваем свое видео и с прекрасным настроением, у нас сегодня за окошком солнышко, я хочу пожелать вам всего доброго, здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Всем пока-пока и до новых встреч!